Всем добрый вечер. У нас вот в Москве вот такой снегопад, жуткий ветер, и вообще все перемешалось. Погода сошла с ума. Снег, видите, как сугробами прям лежит. Но я снимаю небольшой ролик, пока по делам еду, поскольку все время занято и время не могу найти, точнее успеть все сделать как нужно, все сказать, все снять. Поэтому снимаю иногда, когда в дороге. Разнесло, да, его машину. Я дарила вам различные заговоры, начиная от шаманизма, направление вуду, заговоры, связанные с корнями народов, то есть этнические заговоры, да, которые основаны на различных поверьях, ритуалах народов мира. Именно на разных языках заговоры, скоропомощники, которые очень много кому помогли. Секреты древних колдунов для хозяйства, для того, чтобы сад, огород могли настолько хорошо, скажем так, прокормить просто всю семью, чтобы семья жила без нужды. Заговоры, связанные с сельским хозяйством. Заговоры для людей, которые занимаются рукоделием, своими работами, мастеровые. То есть огромное количество различных работ, которые я вам дарила, еще собираюсь подарить. И сейчас я хочу, поскольку мой зритель должен быть готов и ко всему подходит постепенно, поэтапно, сейчас я хочу вам подарить поющие заговоры. Что это такое? Вообще песнопение, танцы, песни – это на самом деле изначально ритуалы. Это соединение с духами, соединение с предками. Например, есть боевые танцы кавказских народов. Один из них – зикхар. У чеченцев он остался. Когда идут по кругу, вот доводят себя практически до такого экстаза, знаете, такого иступления. И выходит на состояние измененного сознания. Барабаны, барабанная дробь, кавказские танцы, например. Это все боевые танцы, это все поклонение богам перед боем, перед войной. Потому что в основном, особенно народы воинствующие, они всегда всю свою историю воевали, естественно. И таким образом призывали, поднимали определенную энергию и призывали к себе помощь духов. Я вчера вам подарила ритуал «Царица Кобра» и немного была уставшая, чуть-чуть дополню. Вот читать шипением, то есть на языке темных духов, это выплеснуть весь негатив, который внутри тебя. Выплеснуть и отправить тому человеку, который причина этого негатива. И все, что вы чувствуете, это боль, это отчаяние, злоба внутренняя, да, это все идет к нему. То есть вот это шипение, он вычищает. Почему были бабки-шептуни, да и сейчас есть, да, прошептать, поплевывать в сторону, то есть очищать себя, свою энергетику, выплескивать эту боль из себя, изнутри себя и отправлять тому, кто сделал, или тому, кто является причиной этого всего. Так вот, поющие заговоры – это еще одна часть магии, направлений магии. В основном такое практиковали в Древней Руси, такое практиковали шаманы, практикуют по сей день. Кавказские аза, то есть колдуны, карпатские гуцулы, мальфары. Вот эти песнопения, например, те же самые псалмы, которые поются в церкви, их можно просто произносить, правда? Просто произносить как бы красиво, как в стихотворной форме, но их поют. Почему их поют? Потому что это создает определенную энергетику и призывает силу, ту самую силу, к которой ты обращаешься.
И поющие заговоры имеют такую особенность, знаете, похрипывание, свиста, где-то вой и прочее. Ну, в принципе, я в процессе вас научу и покажу. Изначально это непривычно, естественно, как-то кажется не очень. Ты сидишь и какие-то издаешь непонятные звуки. Но со временем вы почувствуете, что ощущение как приближение некой энергии, что вы не одни. Вы не одни в комнате, начинает пространство оживляться, активизируется. Это все потому, что мы определенными звуками, ведомые только людям, которым дано это все, да, призываем эту энергию духа в свою жизнь. И с помощью этой энергии исправляем или призываем удачу, смотря на что нацелен наш заговор. Я объясняю и снимаю этот ролик небольшой для того, чтобы когда я буду дарить вам эти поющие заговоры, чтобы мне не пришлось с нуля вам объяснять, просто откройте эту лекцию и поймете, к чему это и почему. Ну, естественно, во время процесса я еще объясню, понятное дело, но в любом случае. Так что вот эти все бубны, музыкальные инструменты, инструменты призыва духов, эти все воющие, кричащие ритуалы и прочее, оно имеет определенный смысл. Призыв энергии духов с помощью определенных первобытных звуков, которые в нашем подсознании остались и которые призывают в нашу жизнь энергию. Не зря же человек, например, на чужбине слышит музыку, песню своего народа, ему становится легче. Когда человеку плохо, он включает, например, народные песни, слушать становится легче, потому что мы этими песнями, этими звуками пробуждаем энергию предков, наши корни. А корни нас питают энергией. Человек без корней, он погибший. Почему народы так держатся за свое национальное, за свое исконное, за то, что от отцов и дедов пришло? Потому что это та самая энергетическая связь, которая питает людей. Если эту связь прервать, то народ иссохнет, просто исчезнет со временем. Вот поэтому народы так ревностно, так агрессивно где-то реагируют на посягательство, на их святыни, на посягательство имя их героев, их национальные какие-то, скажем, традиции, обряды, какие-то исконно свои, да, ближе к себе, душевные свои какие-то ценности, которые, если кто-либо затронет, то будет очень страшно наказан. Именно по этой причине. Это подпитка. Мы не хотим лишаться энергетической подпитки наших предков. И готовы на все, чтобы это сохранить. Эту традицию, обычаи, эту ритуальную часть нашей, скажем так, наших корней, нашей крови и прочее. Так что, дорогие друзья, я вас научу в скором времени этим поющим заговором, издавание определенных звуков, которые привлекают. Вы знаете, мне иногда говорят: ой, ну это настолько, это такая, скажем так, такое обширное знание, ну вот, казалось бы, уже все дали, все объяснили, все сказали, а нет, вот еще осталось, еще можно, еще это, то. Ну вот есть ли конец этому всему? Нету. Магия, она не просто обширная, она как просто океан, понимаете, неисчерпаемый океан. И сколько человек живет, столько он может узнать и направление, и развивать это. И то, что ему пришло из его семьи, из предков, либо от его наставников. В любом случае, сколько человек живет на земле, если ему дана магия, столько человек может дать эти знания больше и больше и больше. Когда я остаюсь одна, я вот эти поющие заговоры для себя воспроизвожу. Но для того, чтобы дать своему зрителю, зритель должен быть к этому готов. И я думаю, что зритель уже готов. И вот эта мощь поющих заговоров, шаманов, кавказских аза, карпатских гуцулов, значит, колдунов вуду и прочих направлений магии уже пришло время вам подарить и объяснить. Встретимся на канале еще раз. Всем удачи!